И ты чувствуешь запах халтуры, непроходимый запах халтуры. Ну, как бы все понимают, но мне неправильно думать в своей даже голове, что эта игра скатилась совсем. А тем более еще публично об этом говорить, понимаете? Усталость. Надоело. Не весело. Значит, Пашка Мудрец спросил, почему 2 года назад все начали удалять игру. У меня все знакомые удалили. Ты должен знать, ты умный. Вот смотри, я думаю, что, наверное, процентов до хрена из этого всего, которые бросили, просто потому что надоело. Это основное слово. Надоело, расшифровывая. Что надоело в игре? Некоторые скажут абстрактно как-нибудь в духе: надоело, что нет баланса, надоело, что не побеждаем. Этих отметаем. Это просто фоновое нытье, которое не имеет ничего общего с разумом и какой-то там с умом. Надоело по-настоящему что? Надоело, когда ты видишь, что тебе откручивают херню на постном масле. В тебя какая-нибудь амеба с ток-пушкой без обзора, без сведения с вертухи дает в пиксель. Ты с полной сводкой не можешь попасть в силуэт. И много раз подряд. С честь чего? Нахера? Зачем? Когда у типа остается 1 хп. Вы видели ситуации, когда у типа остается 3 хп или 2 хп так же часто, как когда 1 хп остается? Я нет. Ну там 20 бывает, 100 осталось, 111. Это все не имеет значения. Речь про микроколичество. То есть, когда у чела остается 1 хп, ну что-то не случайно. Это бывает реально часто, на это обращаешь внимание. Я бы заметил, если бы у кого-то оставалось постоянно бы 2 хп, или 3, или 4 хп, а 1 именно, чтобы вот он играл дальше. Полностью нет смысла в прокачке танков сейчас. Все прокачиваемые танки 8 и ниже уровней неиграбельное говно. За редкими исключениями, да. Двухстволки советские прикольные, сегодня мы уже об этом говорили. Но любой прям танк, как бы, самый пример хороший, последний прям танк, ну, да и что удивляться, для чего еще эта игра делается? Чтобы в нее, что ли, играли и веселились? Для того, чтобы зарабатывать деньги, правильно? И вопросов здесь быть не может других. Вопрос в том, что как-то раньше-то мы по-другому все было. Раньше она и зарабатывала еще больше денег, и в нее играли все. А может просто усталость. Ну типа, одно и то же любому надоест. Но я не думаю, что это проблема, потому что все во что-то играют. И даже если в одно и то же, если бы оно было прикольным, играли бы, да ведь? Играли бы. Я хз, я вот 2 часа выношу, а потом я стреляю, у меня не летит, не попадает, не пробивает по херне какой-то. И меня во все поля, все на свете. Это чувствуется заметно, и ты 2 часа еще можешь играть, ну, как бы концентрироваться на другом, потом ты уже не можешь, потому что, ну, тебе это слишком ярко в глаза бросает каждый раз. И ты как бы все. Беда с этой физикой. Конченые интерфейсы в игре же. Миллиард раз об этом везде все говорилось. Все везде криво, косо, через жопу, кругом эти баги. Артиллерия. Карты всратые. Ты берешь какого-нибудь картонного ЛТ, тебя на Химмельсдорф, ты берешь Type 5 Heavy, тебя на песчаную реку. Усталость накопилась. От говна, которое просто неизбежно. Я думаю, это основная причина. Но все равно при том, как бы мы там что бы ни кого-то, а в нее ведь играют и много. Вот сегодня 153 тысячи ночью в будние дни. 300 обычно играют вечером в будни, да, примерно. Как и раньше. Все равно играют. Плохо, но играют. Но вот это вопрос глубочайшей аналитики. Я думаю, картошка как никто, с температурой, с градусником у каждого в жопе сидит и меряет температуру, как там что игрок, чтобы он, ну, типа, оставался. Придумывают всякое. Но потом, знаешь, вот там же тоже внутри какие-то проблемы свои. У них что-то не получилось, что-то пошло не по плану, что-то сорвалось и так далее. Например, ну ты же видишь, что халтура. Вот, например, игре 11 лет нам показывают ангар, которому уже... И вот третий раз же нам, да, показывают. Это танковый фестивальный ангар с площадью какой-то Минской. Ну, видно же, что ничего не сделали нового. Ну, это вот баннер, он же не считается как новое что-нибудь.
Наверное, там пандемия, наверное, что-то это. Но игрок не видит ничего, что в игре делается, ну, как бы на благо, на удовольствие. Новый прям танк, новая веточка. Ни одной нормальной новой карты. Ну, одна вот вышла, да, ну, одна, да, а в игре говнокарт хренова гора. Заблокать можно всего 2, и ты мучаешься. А раз бы, да, заблокать 5 карт можно или 6. Ты реально подбираешь под себя, вот играешь на тяже сегодня, и ты блокаешь карты, которые, ну, тебе не нужны. Ну, типа, ты играешь на тяже без УВНов, ты бахаешь Вестфилд, Аэродром, Границу Империи, там, Мураванку. Просто погасил вот эти карточки, плашки, какие тебе надо. Я понимаю, конечно, что если ты все забанишь, то и матчмейкер тебе не найдет, ты долго будешь бой ждать, и ты по сам не будешь рад. Но дайте это игроку переживать. Или они боятся, что когда все заблокают много карт, то в общем и целом будет долгое ожидание боев. Но я не думаю, что мне нужно быстро за 5 секунд попасть, допустим, на штырь на Маусе. Типа, я могу подождать, наверное. Уже 10 лет ждем. Знаете, вот когда начинается вот такая тема, которую Пашка Мудрец загнал, она меня всегда очень сильно дезморалит. Потому что так или иначе ты вынужден всплывающие камни правды обозначать. А они все негативные. И ты, получается, сам на свою же работу, на свою же игру, которая тебя кормит, набрасываешь говнеца. И как бы, а для чего? А в чем смысл? А что будем делать через 5 лет? И вот это вот все. И я всегда очень сильно не люблю эту всю херню обсуждать, потому что, ну, как бы все понимают, но мне неправильно думать в своей даже голове, что эта игра скатилась совсем. А тем более еще публично об этом говорить, понимаете? Это неправильно, нехорошо так. Но иной раз действительно я не вижу, что над ней делается какая-то работа. Какая-то проводится работа. Одно дело, знаешь, незаметно выкатили фичу, никто бы не заметил, что ты теперь перестал скатываться по камням. Это было бы выпущено, наверное, почти сразу, как только это стали немножко замечать. Но когда об этом орали как о главной проблеме игры, тогда только это сделалось. А чем там занимается 1000 работников в Картохе? Вот чем? Там же ведь есть офигенно крутые всякие 3D-артисты. Неужели они все поразбежались и даже на аутсорсе найдешь каких-нибудь чемпионов, которые бы нарисовали клевый ангар? Я понимаю, что долго рисовать ангар, но, возможно, ну, его рисуют куча людей, тут же дофига работы. Ну, охренеть сколько работы. Нарисовать новый ангар вот такой с нуля. Объекты модели, текстурки гонять, всякие там эти карты нормали, херали, сидеть, там миллион людей в этом всем занято. Ну тогда, ну а где они все? Почему ангар третий раз показывается? На очередное не юбилейное день рождения. Было бы клево, что-нибудь новенькое. При этом очень много рисуется для всяких Азий, да, а мы этого не видим. Например, на Азии очень клевые были всякие ангары под какие-то там свои китайские праздники. У них там очень много сейчас на Китай ориентировано. В Китае там новый оператор же у Картохи запустился, и эту игру двигает другой оператор какой-то. Раньше там Конго Джонг, а сейчас какой-то там 360 чего-то. Или просто 300. Ну, короче, не суть. И у них там какой-то подъемчик, у них новая версия запустилась, и что-то вот. И они много на Китай делают. Я понимаю, что это те же самые минские работники делают, те же художники. Ну, просто вот ты сидишь, запускается, да, юбилей в игре. Какая-то шляпа, которая уже 100 лет. Ангар, который камеру не отдалить почему-то. Взвод, когда формируешь танки, сбоку не рисуется. И ты чувствуешь запах халтуры, непроходимый запах халтуры. На линии фронта запах халтуры. В ангаре запах халтуры. Везде, 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 везде. Когда разбирали боекомплект для 2 пушек на новом 8-м Чехе, запах халтуры. На 9-м уровне только убедились, что запах халтуры. На одном танке разные боеприпасы, на другом одни и те же для одинаковых пушек. Ну, это так, если вдаваться в мелочи, да, если совсем закапываться. А если сверху, я думаю, да, ну в целом просто усталость, надоело, не весело. Смысла нет. В нынешних реалиях танков играются ли фановые танки по типу пазика? Или это мертвые уровни?
Пазик, ты про какой пазик? Про PC 5.4, про 5 уровень? Нет, там дофига фана, удовольствие еще осталось. Только вечером его нет. Вечером приходит... кто там приходит? Ну, короче, не вечером, нужно играть на 5-х. Днем, по утрам можно. Или ранний вечер. Когда вот в основной России, ну там на Урале, на Сибири, там же вечер по-другому, чем по Москве или по Европе. И вот самое лучшее время 16 МСК или в 18 по уральскому времени, или в 20 по сибирскому. Вот самое лучшее время, когда, ну как бы прикольнее всего играть на лоу-левеле. Да и вообще на любых танках. А потом начинается ночная хрень. Лада, я тебе за себя скажу, я не играю уже. Меня убили новинки в игре. Вечно что-то меняют. Я качал алкаша, очень его хотела, и все, хана ему. И это была последняя капля. Блин, Ладушка, привет, рад тебя видеть. Ты очень даже, кстати, права. Я что-то об этом не подумал. А это правда ведь? Поначалу, знаете, когда картоха замаячила перед лицом экипажем 2.0, прям миллиард народу из игроков на дыбы такие встало, и они вообще просто с пяткой, крестясь, доказывают, что они эту игру бросят. Я поначалу понять не мог, ну типа, а нахрена вы, ну типа, в чем проблема? Экипаж там в 2 клика он становится таким же, как у тебя был, только по-новому выглядит. А просто, вот Лада права, просто вечно что-то меняют. Для минских работников варгейминга, когда что-то менять, ну типа это развитие. А для игроков это забирают. Забирают любимое. И это так забавно, потому что, ну странно, правда? Если бы мы с вами были в картохе, что бы мы думали? А давайте мы не будем игру никогда менять. Охренеть. А за что нам зарплату этим всем платить? 1500 там работничков. Что-то нужно менять. Они должны быть все чем-то заняты, трудоустроены. Они меняют. Вот половая модернизация. Кто просил? Вы просили? Я нет. Мне половая модернизация, в ней нет смысла никакого. Когда тебе там с одной стороны дают, с другой забирают, тебе не нравится, с другой стороны забирают, с этой дают. Я не понимаю. Зачем игроку давать возможность сэкономить серебро? Лучше давать возможность потратить серебро. Поэтому 50 тысяч серебра за это или за это. Не понравится это за 50, купи это за 50. Ну и как бы я вот в этом вижу вот это вот. Ну и что здесь скрывать? Повышение уровня половой модернизации за опыт, который вот. Дает ли она чего-то игрокам? Кроме какого-то ощущения, что она что-то дает. Я думаю, нет. Думаю, нет. Слотик, например, да? О, категория второго... Ахахаха, не ожидал, а я не утонула. Я там бегаю. Девочка из ангара. Утонула ты там? Каждый раз. Новую просто респит. Вот, допустим, смотрите. Вот у меня слотик. Появляется второй. Я могу даже выбрать. Разведку или живучесть. Но у меня трофейное или боновое оборудование на танках, которые я люблю. Там слотики не роляют. Нахера это? Нахера это мне? Вот что вы в этом видите? Вам нравится эта фича? Мне нет. Мне не нравится ее идея, ее никто не просил, она никому не нужна. Но в ней все ковыряются, как будто в ней какой-то прикольный момент есть. В ней нет прикольного момента. Ну, может быть, один, вот с этим вот, с боекомплектом. Но типа, ну я вот вижу, что... Ну, и вот если бы хотели, чтобы для людей, да, сделали бы слотик на урон. Потому что ты ставишь что-нибудь, стаб и досылатель. Почти всегда любой вменяемый игрок ставит. Тут нет возможности поддержать эту штуку. Нет смысла. Смысла нет.